привет! Сегодня у нас началась вторая воронка времени и, соответственно, пора обновить команды. В этом ролике рассмотрим команду неустрашимости, команду яда и также пробежимся по команде ауры. Также с ядом там будет несколько вариантов, потому что много всяких нюансов, также с артефактами связанными, поэтому тоже все объясню, почему вообще некоторые моменты происходят, именно связанные с рандомом, как у неустрашимости, в принципе, так и у яда. Поэтому присаживаемся поудобнее. Погнали! Если вы хотите поддержать канал, вы можете просто осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании под каждым роликом по очень выгодным ценам, за что вам буду весьма благодарен. И также внутриигровой магазин, в ежемесячных наборах вы можете ввести мой код создателя и получать за это каждый месяц бесплатный гелиолит. Я сегодня смог набить почти 11, также потом подкорректировал команду яда, но у меня уже закончились автобои и не прокала команда неустрашимости, поэтому в принципе потенциал выше, но нет уже времени реролить. Также давайте посмотрим топы именно у меня на сервере. Тут у нас также неустрашимость яд, но используется и Сирельс. Мы будем использовать рейту. У кого есть и Сирельс пробуждением, то также можете его ставить. Вот такой вот у нас результат. У ауры, конечно, тут тяжеловато, но тут и по змее, как бы, если бы пробуды были больше, то, скорее всего, и результат был бы, ну, пожалуй, выше, чем здесь у неустрашимых. Ну и дальше у нас тоже идут неустрашимость с ядом. И топ-5 тут закрывает уже детокс, у него тоже неустрашимость и яд. Так как я аурой не играю, в принципе, давайте сразу по ауре пробежимся. Тоже по мнению игроков и по информации, которую мне предоставили, в принципе, если вы играете аурой, то расстановку мы используем, как и была у нас ранее, то есть ничего мы не меняем. И что касается тайминга, если мы используем эстайон, мы ей тайминги не ставим, и, соответственно, команда у нас будет вот при таких таймингах. Видел, что живут до конца, и тут у нас вариант получается Солма, тоже на 24 секунду его ставим, также команда живет, если что, до конца. Все, что поменялось у ауры по сравнению с первой воронкой, это только новое снаряжение. Все, больше не менялось вообще ничего. Ну и вернемся уже к моим командам. Первое, что мы разберем, это команда неустрашимости. Сразу давайте покажу тайминги, которые я использую на ней. Лучше всего у меня получается именно при вот таких таймингах. Я пробовал разные, но вот эти подходят мне лучше всего. Также по поводу расстановки, так как у меня здесь шмоточка вот это стоит, соответственно, я выставил всех так, чтобы максимально получить вот этот бонус к игнорированию защиты. Все, поэтому все стоят уже, отталкиваясь от Гуинавивра. Ну и также они встают удобно. Временно у меня вот эта перчатка на Насте, поэтому, в принципе, если сейчас бой запустим, то они встают именно как надо. То есть вот здесь возле Насти стоит, соответственно, Гуинавивр и получает бонус вот этот вот к урону. Ну и также всех, кроме Маштура, цепляет с боевого непосредственно Сельва. Также по поводу вообще рандома, почему такой рандом в уроне. То есть у меня разброс бывает вообще в миллиард, бывает даже в 1,5, именно у неустрашимости. Так как у меня Сельва без пробуждения первого, там есть шанс, что она повесит этот дисбаланс. Если она его не вешает, соответственно, мы и дебаф ловим, что влияет на выживаемость, но конкретно что влияет на урон. Если нету у нас дисбаланса, то вот эти все ослабления она не продлевает. А это, извините-ка, это и игнор защиты она не продлит, и не продлит уязвимость к урону от молнии, который вешает Кульвида. Соответственно, если у нас не будет прокать вот этот дисбаланс, соответственно, и урон будет меньше. Может бой пройти так, что вообще весь бой он будет прокать, а может пройти так, что не будет прокать вообще. Отсюда, соответственно, и вот этот вот рандом. Плюс, если она не продлевает, соответственно, Маштур у нас ультует меньшее количество ослаблений, соответственно, меньше кидает усилений. Зачастую это либо он не кинет усиление защиты, и под конец это очень плохо повлияет, скорее всего он сдохнет вообще. Либо он не будет кидать штраф к атаке, то есть что-то одно по-любому будет не накидываться. Точнее, усиление атаки его не будет кидать. Поэтому опять-таки урон будет проседать. Все, поэтому здесь чисто рандом, как этого избежать. В принципе, тут уже будет зависеть от рун, так как она дисбаланс этот вешает при нанесении вообще любого урона. То есть неважно, это будет боевой, ульта, либо автоатака. Поэтому постарайтесь в руне выжать именно скорость атаки и ускорение. Это очень важно, чтобы избежать вот этого рандома.
даже если у вас она на пробуждении, все равно лучше перестраховаться и сделать именно так. То есть в рунах ловим и ускор, и скорость атаки. Это очень важно. От этого будет очень сильно зависеть наш урон. Ну и по снаряжению, цвет кукольника поставил именно ей. И тут вот эту шмотку. В идеале, конечно, да, защита была бы, но нету. Но даже при таких вот характеристиках команда нормально живет, проблем особо нету. Ну и артефакт поставил рога. Гуинавир, ну пока что как-то вот так одета, другого шмота пока что нет. Ну в принципе пойдет. Кстати, вот такой вот у меня джин сейчас, таланты пока что заблокированы. Ульвида верха на скорость атаки, также не забываем точность, ну и атака соответственно. Здесь на защиту, потому что ну нету на атаку пока что. И вот эта шмотка тут у меня на атаку повезло выбить. Вот поэтому в принципе Кульвида более-менее собрана уже. Настенка пока что в этом сете и вот эта перчатка. Соответственно, как я уже показал, расстановка такая, что Женя будет стоять возле Насти. Ну и Маш-тур, тут ему дал сферу, тут бронька на точность, потому что другой нету. И вот этот сет. Пока у нас бездна закрыта, будем бегать с этим сетом. В принципе, по этой команде разобрались. Также по поводу рандома объяснил, почему, как и что вообще происходит. И давайте перейдем уже к команде яда. Кстати, по поводу урона забыл показать. Вот при нормальном проке, получается 5,7 у меня получилось при такой экипировке набить именно командой молнии. Ну и пойдем дальше. Сейчас я покажу изначально урон, который у меня был при максимальном проке, но потом я команду эту еще и доработал. Объясню тоже в чем. 5,1 миллиарда я набил изначально, но потом, когда я уже доработал команду яда, к сожалению, у меня перестали прокать неустрашимые, реролить нечем, поэтому на сегодня я пока что подзабил. В чем, собственно, улучшение, сейчас тоже объясню. И какой урон именно команда яда уже после улучшения, то есть, чтобы потом никто не удивлялся, то есть прирост 300 миллионов я получил. Сейчас объясню за счет чего. Рейд у меня с артефактом, также тоже скажу, во что одевать, если артефакта нет. Потому что с этим артефактом очень много проблем. Если вы его не покупали, то в принципе можете не покупать, потому что реализовать его на самом деле очень сложно. Чтобы вообще вот это все повесилось, нужно, чтобы висело 3 ослабления. И такие ослабления, которые, допустим, не рассеиваемые, такие типа как яд, потом стаки яда вот этой змеи, допустим, ловкача, они сюда в зачет не идут. То есть по факту в команде что мы имеем? Какие ослабления, которые идут в зачет? Это уязвимость к яду от Сакриды, это первое. И второе, это снижение наносимого урона. Это то, что идет в зачет. Соответственно, третье у нас находится в боевом навыке у Рииты. Это штраф атаки. Но вопрос, а успеет ли она повесить? То есть у нас часто будет так происходить, что просто нету разлома на яйца. Потому что Риита не всегда успевает кинуть его, именно штраф атаки, чтобы у нас был третий дебаф. И на данный момент мы эту проблему никак не решим, потому что нам нужны руны, в которых будет ускор, чтобы примерно 46 ускорения сделать. Тогда она будет успевать. Сейчас пока что нет. До улучшения у меня получается на Сакридее стоял донатный артефакт, а на Твиче стоял клык. Соответственно, если у вас, кстати, донатного артефакта нету, хотя если у вас артефакт на рейте, я сомневаюсь, что у вас его нету, но тем не менее раньше у меня стоял вот этот клык. Кстати, в принципе, для данной команды хорошая замена, если у вас нету донатного артефакта. При разных вариантах, будь, допустим, у вас на рейте там какой-нибудь посох, да, все, нет донатного артефакта, ничего страшного, ставим сюда клык. И все, мы ничего не потеряем особо. Вот, соответственно, как я проблему решил, пришлось ставить, получается, разлом вот этот именно на Сакридею. То есть она кидает разлом, у нас появляется 100% вот этот дебаф третий, плюс у нас, сейчас я тайминги свой покажу, при которых у меня в принципе урона выходит больше. Вот при таком цикле, с такими вот таймингами, короче, у меня урона выходит больше. И, соответственно, вот этот разрыв 2 секунды, то есть у нас уже висит разлом от Сакридея. И плюс уже потом рейта получается не то чтобы продляет его, она вешает уже свой. И мы от артефакта получаем уже бонус к урону. И если мы как-то по-другому будем действовать, то в половине случаев у нас просто не висит разлом. То есть все это сделано просто для того, чтобы получить вот этот бонус к урону. Но немножко мы при этом и теряем, поэтому не такой огромный прирост. Потому что здесь мы убираем клык, ставим донатный артефакт, который у нас и так в принципе стоял до того, как мы поставили ракушку на Сакридею. Вот поэтому какого-то колоссального прироста урона тут нет. Он есть, да, но небольшой. Ну, собственно, такое вот улучшение у меня произошло, и урона чуть-чуть выходит больше. За счет такой вот махинации именно с 2 разломами. Просто ради дебафа. Если на третьей воронке у нас получается
появятся руны, потом, если рейта также будет в соло команду держать, то, конечно, да. Мы уже поставим ей ускорение, сюда мы поставим донатный артефакт и Твичу вернем квик. Соответственно, если рейта в таком сетапе будет команду держать, то да, урон будет прям хороший. Будет ли это на 4-й воронке работать, очень сомневаюсь. Ну и давайте по снаряжению теперь пробежимся. Трампет Темис у меня вот с такими талантами. Кстати, вот этот талант на самом деле при такой вот расстановке героев, да, и количество ядов в команде можно, в принципе, вот так сделать, так как ядов нам и так хватает. Но опять-таки, нужно тестить, как у кого лучше выходит. По снаряжению, ну вот так вот получилось у меня пока что собрать. Точность, в принципе, даже больше, чем надо. Но лучше, когда ее больше, чем когда не хватает. Вот такой Twitch. Тут у меня и раздача, и вот эта шмотка обязательно. Ну и немножко точности он там раздает. Копейки, конечно, но лучше, чем ничего. Также у меня рейта, да, на пробуждениях. Но что хочу сказать. Команда стоит вообще без каких-либо проблем, за исключением ловкача, потому что он нулевой. И если у вас, допустим, ну, к примеру, рейта там первая, да, либо без пробуждений, то все, что нам нужно будет сделать, это просто именно больше жира дать на ловкача. От него тут, в принципе, особо ничего не требуется. То есть, ну, здесь у нас атака, да, ну, поставить придется на защиту. И тут у меня, как видите, здесь вообще на просвещенность. Вот также можно, допустим, поставить на защиту. Это при том, что он еще и раздаст защиту, поэтому команда будет тоже стоять, в принципе, без проблем. Так, это что касается выживаемости и что касается, в принципе, ловкача. Так, РД, ну, вот так вот, как-то как бомжи ходита. Сюда, конечно, в идеале воткнуть. Кстати, я что-то и забыл. Да, все. Я и забыл, что я выбил. Все, вот эту шмоточку сюда вообще ставим, и четко она сюда зайдет. Поэтому моя команда уже, в принципе, может нанести даже больше урона, чем было до этого. Вот, рейта, получается, вот эта шмотка на раздачу урона вокруг себя. И при отхиле, получается, если на full хп, то увеличение дополнительного урона идет. Ну, не дополнительного, а вообще, типа, помимо этих 8%, еще и дополнительно будет на 8% увеличен урон. Верха, ну, в принципе, не обязательно именно эти, просто мне здесь нравятся характеристики, то что здесь и УЗ, и защита. А так можно, допустим, там, УЗ точность, где у нас такая шмотка, вот типа такой вот. Потому что у нас теперь рейта хилит от здоровья, поэтому не забываем ей делать именно упор на ХП. Не как раньше мы делали там атака, шанс крита, критора. Нет, делаем упор именно теперь на хпшку. Тогда она у нас будет держать команду. Тут у меня броня вообще на защиту, тут на крит урон, который тут вообще не нужен. Соответственно, потенциал еще есть именно в плане большего хила. Так что надеюсь, на третьей она будет уже при нормальных шмотках команду, в принципе, держать. Потому что здесь одето, что попало, что здесь. Короче, черти что. Только руна нормальная, да и то надо получше. Так, РД, я думаю, все понятно. Почему этот сет? Потому что вот эти болезненные плюшки в основном будет принимать именно она и рейта, так как она у нас в хп сделана. То по остальным героям, думаю, все понятно. Тут уже кто что выбил, тут то и одевает. На этом, в принципе, все. У кого какие вопросы остались, пишите в комментариях. Также по поводу расстановки делаем обязательно вот это вот. А так, что, всем спасибо за просмотр. Кто не подписан, подписываемся на канал, вступаем в телеграм-канал. Также есть дискорд канал. И ссылочки в описании. До скорых встреч. Всем пока.